Сегодняшний очередной ролик из моей последней серии «Львов во время войны» хочу начать вот с такого приятного зрелища. На улице, кажется, она называется Дорошенко, раньше Жовтневая. И перед этим я уже забыла, как она называлась во время Польши. Нужно будет себе припомнить. Вот такой австрийский дом. Посмотрите, какая прелесть и как его сейчас облагораживают, ремонтируют. Посмотрите, какие балконы, двери, какая оконная, как сказать, какие окна. Там уже наверху что-то новенькое поставили, но посмотрите, какая прелесть. Вот так должны ремонтировать. А сейчас для разнообразия зайду с вами вот в старый львовский дом. Я люблю заходить и смотреть, вот как они выглядят изнутри, обычные вот такие дома. И знаю, что некоторые тоже любят посмотреть дворики. Вот такой каменный мешок очередной, львовский. Вот старые еще двери, наверное, довоенные. И это точно довоенные. Вот то, что меняют, какие ступеньки делают. Вот. Это Львов такой, какой он есть изнутри. Прошу любить и жаловать не только центральные улицы, но и вот эти дворики. Посмотрите, тут даже паркет когда-то был. Представляете, на лестничной клетке паркет, представьте себе, вот такой дубовый паркет, который раньше был напастован и блестело все. Так это было еще до войны. А сейчас вот от былой роскоши остаются крохи или вообще ничего. Вот дворик уже отстроили немножко. Задний выход из этой брамы. Вот. Но выйти не удается. Поэтому придется возвращаться. Деревянные, видите, деревянные ступеньки. Вот перед квартирами был паркет. И, как я уже сказала, раньше эти дубовые лестницы все были напастованы, блестели, пахли прекрасно. Это можно прочитать даже из воспоминаний или услышать от людей, которые от старых львовян. Вот такие были дома. И очень-очень жаль, что сейчас это все вот в таком уже, даже не скажу в каком состоянии. Видите, раньше даже пробовали краской масляной этот паркет красить. Ну, видно, что с ним только не. И все равно я люблю заглядывать в такие подворотни и ловить ту атмосферу города, представить себе, как это могло быть раньше. Вот такие дворики. Благодаря таким местам практически в натуральном антураже можно снимать даже фильмы времен Второй мировой войны. Вот здесь перемешиваются времена старые, новые. Заглянем сюда. Это, наверное, вход в подвалы. Ну и там следующая лестничная клетка. Видите, к сожалению, все оно выглядит вот так. Так что будем из этой брамы выходить. Во Львове вот эти называются брамы. Вот эти входы называются брамами. В некоторых городах, я слышу, называются парадные, но во Львове говорят брама. Мы сейчас с вами на улице Зеленой. Вот с правой стороны большой отремонтированный храм. Я затрудняюсь сказать. Наверное, здесь был какой-то костел, потому что такая архитектура, надо бы почитать и посмотреть. Но сейчас здесь находятся баптисты. И вот так выглядит их приход, я не знаю, как называется. Вот, но здесь находятся баптисты. Самое интересное, открывать это место приезжала Хиллари Клинтон из Америки. А вот здесь я вижу магазинчик. Товар есть в магазине, видите, за стеклом, но вход, посмотрите, вот что бы это значило, такой вход заваленный такими бетонными, я не знаю, как назвать это, глыбами. Магазин вроде есть, а вход завален. Ну, что бы это значило? И там дальше тоже. Большая загадка. Хочу вам показать, заметила, вот такое мобильный паркинг. Как можно при помощи телефона припарковаться. Тут целая инструкция.
Я ее сейчас читать не буду, но вот тоже интересный момент. И здесь вот такой аппарат, при помощи которого можно оплатить также парковочку. Много нового появляется во Львове. Это очень интересно всегда наблюдать, когда есть какие-то новинки и когда в жизни людей происходят изменения, ну, в лучшую сторону. Нужно это тоже заметить. Ну и то, что в худшую тоже сказать. Вот, жизнь продолжается. Захожу с вами в еще одну браму, и эта уже брама более-менее отремонтирована. Видите, здесь уже нет такого, что мы видели в предыдущих, здесь уже более-менее порядок. Вот кафель еще старый австрийский кафель на полах, тоже не в плохом, ну, не в неплохом состоянии. И здесь уже тоже вход вниз во двор, и там будет вход в подвалы. А здесь идут лестницы наверх к квартирам. Здесь уже лестницы не деревянные, только каменные. И это уже со времен Австро-Венгрии. Вот такая брама. Видите, она уже более-менее прилично выглядит. И я думаю, что этот ремонт был произведен на средства жильцов, которые собрали деньги и вот привели это все в порядок. К сожалению, это точно не ЖЭКи. Но, как говорится, люди должны тоже иметь деньги настолько, чтобы это все оплатить. Видите, и стекла здесь помыты, и двери покрашены, потому что это еще оригинальные двери. Не знаю, как входная, сейчас посмотрю. Конечно же, до былой роскоши, как при хозяевах своих, и этой браме еще далеко, но все равно зайти можно, и, как сказать, жильцов за это самопожертвование нужно похвалить. Ну, брама, вижу, уже двери входные, это не оригинальные, их тоже уже поменяли, здесь, наверное, были двери деревянные, но поставили металлические, и это большой минус, потому что уже нету такой прелести, которая была. Еще интересный момент, посмотрите, вот выход, тротуар находится ниже от входа в браму. Здесь вот такой вот бордюрчик, это очень неудобно, но не знаю почему. Кто знает, обязательно напишите. Я это во Львове вижу не впервые, но не знаю почему. На этом я заканчиваю, друзья мои. Приглашаю вас на предыдущие ролики о Львове и также на будущее. Это еще не конец. Припоминаю, что канал у меня в основном о Польше, поэтому подписывайтесь, заходите. Пока-пока.